Всем привет! Это уже 4-я часть мастер-класса на вот этого большого грибного человечка. В предыдущих частях мы с вами полностью связали ножки тела и начали вязать голову. В этой части мы с вами свяжем воротничок. Сначала все части мастер-класса будут доступны только спонсорам канала и со временем станут доступны для всех. Узнать даты выхода частей мастер-класса на грибочка можно в моем телеграм-канале, куда я, кстати, публикую большое количество схем на самые разнообразные игрушки, а также провожу опросы, какой мастер-класс мне делать следующим. И в одном из опросов как раз победил вот этот грибочек, и поэтому на него я сейчас делаю мастер-класс. Ссылочку на телеграм-канал можно найти в описании под этим видео или перейти туда по QR-коду на экране. Ссылочки на все части мастер-класса на грибочка можно найти в закрепленном комментарии под видео. Если вы хотите поддержать выход моих мастер-классов, вы можете это сделать, поставив этому видео лайк и написав абсолютно любой комментарий. А также не забудьте подписаться, если вам нравится вязать игрушки. Если вы хотите поддержать выход моих мастер-классов финансово, вы можете это сделать, задонатив по ссылочкам в описании. А если вы уже поставили лайк и написали комментарий, мы можем продолжать вязать грибочка. Теперь мы берем пряжу, которую подготовили для шляпки. Будем провязывать воротничок. Мы будем провязывать его именно сейчас, потому что голова у грибочка пока не набита, и можно с легкостью достать до петель. Когда голова грибочка будет полностью закончена, возможно, будет тяжелее провязывать здесь столбики. А пока можно голову просто вот так вот убрать и провязывать столбики. Мы провязывали 23 ряд за заднюю половинку петли. И у нас передние половинки остались вот здесь видны. Именно за них мы будем начинать провязывать воротничок. Я нахожу зад грибочка. Он у меня там, где маркер. Берем цвет, который мы подготовили для цвета шляпки. Поворачиваем нашего грибочка ножками вверх, головой вниз, головой к нам он повернут. Находим передние половинки петелек. Мы 23 ряд тела провязывали за задние половинки. Передние половинки у нас остались. Вставляю крючок за переднюю половинку. Беру пряжу. Крючком протаскиваю пряжу через эту половинку. Получается петелька. Делаю воздушную петельку. Нахожу следующую переднюю половинку петельки, вставляю в нее крючок, подхватываю ниточку крючком, протаскиваю через эту петельку. У меня 2 петельки на крючке, через 2 петельки протаскиваю ниточку. Мы сейчас сделали обычный столбик без накида. Я его отмечаю как первый столбик в ряду. Дальше продолжаю вязать за передние половинки петель. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик. И как вы можете заметить, ниточку от начала вязания, хвостик, я ввязываю в столбики. Если вы не ввязываете, и она у вас остается болтаться, просто потом заправьте ее вовнутрь тела с помощью крючка или иголки. Провязываем дальше. Шестой столбик. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. 11, 12, 13, 14, 15,
15, 16, 17 и последний 18 столбик. Всего у нас в ряду должно получиться 18 столбиков. Мы сейчас с вами провязали 23 ряд за переднюю половинку петли. Дальше в следующем ряду, в 24, нам нужно провязать в каждую петельку прибавка, то есть сделать 2 столбика в каждую петельку. Я это сделаю без камеры, потому что мне очень неудобно вязать это под камерой. Просто делаем 2 столбика в абсолютно каждую петельку. Закончили провязывать 24 ряд, в котором мы провязали в каждую петельку прибавку. Всего у нас должно было получиться 36 петелек в 24 ряду. Следующий ряд 25, точно так же продолжаем провязывать в каждую петельку прибавку. Все точно так же, как и в предыдущем ряду. И всего у нас в 25 ряду должно будет получиться 72 петельки. Я закончила провязывать 25 ряд. Если у вас не получается провязывать ровно 72 петли, у вас получается какое-то другое число, ничего страшного. Самое главное, чтобы вот этот воротничок вот так вот начал как бы загибаться, и появилась такая волна. Вот, если она у вас появилась, то ничего страшного. Пусть будет не 72 петли, а чуть больше, чуть меньше, сколько у вас получилось. Можно остановиться уже на этом, можно провязать еще один ряд. Я провяжу еще один ряд, в котором я буду чередовать один столбик прибавка. А пока мы вяжем, хочу вам напомнить, что у меня есть также личная группа в Телеграме, где я делюсь с вами различными новостями, рассказываю, какие игрушки у меня покупают, какие заказывают. Также я рассказывала про свою первую ярмарку, про все обновки, что я покупаю, какую пряжу я покупаю. Так что, если вам интересно, можете подписаться на мою группу по ссылочке в описании или по QR-коду на экране. Вот такой вариант воротничка меня устраивает. Вязание я буду заканчивать соединительным столбиком. Вставляю крючок в петельку, подхватываю ниточку, протаскиваю через петельку и сразу же через петельку на крючке. Обрезаю ниточку, распускаю петельку. Ниточку эту надо заправить вовнутрь тела. Для этого с помощью крючка я довожу ее до тела. И затем заправляю в тело. Точно так же прячем ниточку от начала вязания, если вы ее не ввязывали. Вот такой получается воротничок. Еще забыла кое-что уточнить. В 26 ряду у нас должно всего получиться 108 петелек, если все правильно сделать. Но если у вас получается не 108 петелек, а меньше, у меня, например, получилось что-то около 100, по-моему, 98 или 99, то есть как будто намного меньше, чем нужно. Но это ничего страшного. Как вы видите, воротничок получился таким, каким он должен быть. То есть если вы пропустите несколько петель, это ничего страшного, все равно все будет выглядеть нормально. Главное, чтобы он получился вот такой вот волнистый. И на этом 4-я часть мастер-класса закончена. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать любой комментарий. Ссылочки на все остальные части можно найти в закрепленном комментарии под видео. Сначала они будут доступны только спонсорам канала и со временем станут доступны для всех. Подписывайтесь на мою группу в Телеграме, чтобы не пропустить выход новых частей мастер-класса. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих частях мастер-класса. Всем пока!